Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. Сегодня у нас вышла очередная порция новостей от разработчиков касательно следующего сезона. На этот раз информация у нас про режим шахмат. Итак, давайте посмотрим. В первую очередь разработчики нам сообщают, что следующий тематический сезон шахмат начнется 18 мая. То есть, если сезон начинается у них 14 числа, то через, получается, 3 дня, то есть на 4-й день, у них начинается уже режим шахмат, открывается. И вот так выглядит постер. Он у нас с новыми героями 7-го сезона, которые, о чудо, играют в шахматы. Правда, я до сих пор не понимаю, при чем здесь шахматы. То есть, в каких шахматах шахматы ходят сами? Я не знаю. Ладно, давайте смотреть дальше. Тут у нас короткий список того, что у нас изменится. Но мы это все увидим уже более подробно дальше. Итак, первая часть информации касается у нас сброса. Разработчики пишут, что будет проведен мягкий сброс начальных очков нового сезона на основе очков, полученных путешественниками по итогам первого сезона в дисциплинах «Битва в таверне», мы ее здесь видим, сразу понимаем, и, соответственно, путь шахматной магии. Очки будут, нам обещают, что очки будут частично сохранены. Насколько частично, скоро увидим. Также нам говорят, подбадривая, что наша прошлая слава станет линией старта в новом сезоне. Чем выше были очки путешественников в прошлом сезоне, тем большее количество очков и открытых этапов будет сохранено после сброса. Дальше нам сообщают, что у нас разблокируются 3 школы. Это у нас школа сбора, школа призыва, соответственно, школа удара молний. Интересно, как будет играть призыв, мне вот честно интересно, то есть они будут заполнять поле призывными существами, ну, посмотрим. И удар молнии, учитывая наличие перкунта, тоже интересно увидеть, как это будет. Да и сбор, может быть, наконец-таки где-то заиграет, кроме башни. Посмотрим. Еще нам сообщают, что у нас добавится более 20 новых сокровищ, те, которые нас усиливают, можно сказать, артефактов. И еще будет введена новая система талантов. Как это переводит переводчик? Большое обновление сокровищ. Часть сокровищ будет заменена на 20 плюс новых таинственных сокровищ, которые обеспечат путешественникам невиданную ранее боевую мощь. Новая ветка талантов. Мощно представлен новый активный талант «Поиск сокровищ». Выбирай правильный момент и получай дополнительную помощь в ходе противостояния. Не знаю, что это значит, где будут эти таланты использованы. Тут что-то пишут про путь шахматной магии, то есть это у нас, насколько я понял, режим додзё. Хотя, может быть, это вот этот режим испытаний. Не, по-моему, додзё. Там, по-моему, таланты вот эти появятся. Хотя, может быть, где-то еще, не знаю, скоро увидим. Что еще? Еще у нас добавлено 2 уровня в режиме испытаний. То есть, если у нас последний был уровень 5-10, да, то теперь у нас будет еще 10 этапов 6 уровня и 10 этапов 7 уровня. И также в режиме додзё у нас для 3 школ, соответственно, будут вот эти вот испытания. Еще одни испытания, как вот мы делали для всех других школ. Еще нам здесь написали, на картинке здесь не указали ничего, но в тексте описания сказано, что добавлен механизм окружающий баф. Это у нас на всех рангах в таверне будет еженедельно циклически меняться один глобальный эффект. То есть условия для боя у нас будут разные каждую неделю. И так же, как на воронке, мы сможем календарь пролистать, посмотреть, какой, допустим, баф будет на следующей неделе, чтобы понимать, какую команду нам лучше использовать. Так как все-таки сброс ларца того же, у нас один в неделю, то можно так распланировать свой сброс. Следующая информация, вот это вот действительно уже интересно. Нам добавят режим дуэли, то есть как бы дружеской. Следующая порция информации касается введения возможности создавать комнату для боев, причем в любое время, в любом количестве, мы можем биться друг с другом. Там поддерживается так же, как и в битве в таверне, до 4 игроков. И мы сможем создавать код этой комнаты, в которой будем приглашать других игроков, и также сможем присоединиться сами. Это уже интересно, причем там будут несколько режимов. Первый режим — это все герои, когда у нас полностью разблокированы все герои, но при этом ларцы наследия не действуют. То есть мы здесь в таком режиме проверяем, грубо говоря, тактику игроков, то есть соревнуемся в тактике,
либо смотрим, какие команды как работают без усилений. Плюс ко всему, если у вас каких-то героев нету, да, то в этом режиме можно их опробовать. Ну и, соответственно, посоревноваться. Второй режим этой комнаты — это режим пула героев. Ну, то есть он как уже в битве в таверне. То есть учитываются собственные карты, прогресс развития, вот, то есть ларец, как у вас прокачан. Здесь мы можем, получается, тестировать команды уже на максимальную силу. И как выискивать, какие варианты, допустим, сильнее против какого-то из составов. Я думаю, что это уже действительно хорошая часть обновления, потому что немало кто, точнее много кто, не хочет вот упарываться в рейтинг, не хочет соревноваться с командами, да, которые состоят там из ауры той же максимально, либо тени, то есть когда у тебя героев нету, какого, так сказать, черта ты туда полезешь, в эту таверну, и чтобы портить себе настроение. В этом режиме можно будет спокойно просто поиграться в режим шахмат, если он вам нравится, но вам не хочется играть на рейтинг. На этом информация в картинках заканчивается, но не заканчивается информация. Разработчики еще сообщают, что помимо вышеупомянутых масштабных обновлений игрового процесса, в этом обновлении также внедрен ряд системных оптимизаций, чтобы всесторонне улучшить игровой опыт путешественников, включая, но не ограничиваясь такими вот обновлениями. Первое. Запуск функции интерактивных эмоций. Это, то есть, мы сможем в бою какие-то смайлики нажимать, прокликивать, то есть, получается использовать эмоции. С одной стороны это прикольно, с другой стороны, сами понимаете, это частенько наоборот повышает градус раздражительности между игроками. Я с этим сталкивался в том же Хирстоуне. Когда человек, то есть явно и сильно выигрывая, когда ему там везет с картами, он над тобой еще насмехается. Ну, то есть язвительно так. Там были такие эмоции, которые разработчики, Близзарды, потом вынуждены были то ли поменять текст, я уже честно не помню, то ли отключить какую-то возможность. В общем, это действительно людей доставало. Как будет здесь, не знаю, посмотрим. Но точно знаю, что люди эту функцию, да, хотели бы видеть в игре. Все-таки также это повышает, вовлеченность в процесс, то есть ты смотришь не на фигурки шахматные, да, а как бы еще взаимодействуешь с самим игроком, с живым. Это уже, поинтереснее получается, что ли. Также они сообщают, что добавили прогнозируемое время подбора. То есть, когда мы нажимаем матч, поиск матча, у нас идет таймер, теперь нам еще показывают прогнозируемое время до начала матча, чтобы мы, были осведомлены, что нам придется либо долго сидеть, либо недолго, либо совсем недолго, то есть вот так вот. И последнее, что сообщают разработчики, визуальное улучшение внутри боя. Для определенных героев добавлены эксклюзивные анимации повышения звездности. Хотя они вроде бы как бы и были, да, но здесь написали, что они добавили их, видимо, еще, либо переделали. Еще сказали, что таймер обратного отсчета с подсветкой какой-то появился у нас, то есть, видимо, какое-то информирование добавили за счет выделения каких-то элементов либо цифр, то есть чтобы мы это не проспали, что у нас заканчивается время. Свечение карт еще добавили, а также интерфейс полностью детально доработанный. То есть все это полностью детально доработано. Это значит, что нас ждут какие-то изменения в интерфейсе, то есть в менюшках, в иконках, то есть оно, видимо, стало более информативно, либо более удобно, либо более полезно, либо все сразу. А может быть вообще ничего. На этом все, на этом информация заканчивается. Поэтому хочу сказать вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.